SmartTools мы посвящаем CRM-хабам. Меня зовут Александр Яценко, CRM-консультант. Я вам буду сегодня рассказывать эту тему, подробности, для чего это используется, как это применяется и что собой представляют CRM-хабы. Значит, план действий такой. Изначально я пройдусь по содержанию, да, по презентации, чтобы было понятно, что это такое, да, из чего состоят хабы, как они создаются, как настраиваются, как это потом в интерфейсе это выглядит. Да. И потом можем перейти к демонстрации. Я вам покажу уже на системе, как он создается, как он настраивается. И пройдемся по двум интересным сценариям, о которых вы узнаете немножко позже. Вот, благодаря хабов это можно будет посмотреть новые элементы управления в телефоне, на планшете и увидеть, как работает хаб с элементами управления, с дополнительными элементами управления, которые есть на формах в системе. Вот, поэтому мы приступаем к общему ознакомление с самим применением Dynamics 365 Hub. Значит, Dynamics 365 Hub поддерживается только на 9-й версии июльской, поэтому это работает только на онлайне. И на земле пока ждем, она будет наземная версия, но так как ее еще пока не выпустили, она будет позже. Вот, значит, на чем построен Hub на Dynamics 365? Построен на платформе единого интерфейса, то есть хаб представляет собой единый интерфейс пользователя. Значит, это интерфейс, веб-интерфейс, это интерфейс на планшете, интерфейс на мобильном телефоне. До этого была проблема в том, что нужно было отдельно настраивать веб-форму, отдельно настраивать мобильное приложение. Но так как Dynamics подошел это конструктивно, он выпустил хаб, и тем самым это дает нам использование единого настроечного хаба, который позволяет работать пользователям, не чувствуя дискомфорт, да, такое. Значит, что собой представляет еще сам хаб? Хаб это направлен, это приложение, программа называют еще, синонимы такие апы, которая направлена на настройку рабочей области пользователя. То есть есть пользователи, которые работают, там, например, продавцы, у них будет свой интерфейс, да, рабочий, то есть у них будут там клиенты, интересы, там, сделки и так далее. Вот. Если есть там служба поддержки, у них будет свой интерфейс, да, и они не пересекаются между собой. И для того, чтобы пользователи, согласно своим ролям, работали комфортно, это настраивается отдельным хабом, называется, например, хаб продаж, либо хаб обработки и обращений. И пользователи со своими ролями получают доступ к определенному хабу и работают с ним. Значит, Dynamics 365 предлагает несколько преднастроенных CRM-хабов в зависимости от подписки типа лицензии компании. То есть есть на текущий момент это 4 хаба. Customer Service Hub, это, если кто-то помнит, в 16-й версии еще был Interactive Service Hub, да, который там загружался некоторое время, подтормаживал там, да. Вот, собственно, путь хаба начался еще с этого интерфейса. И так как все пользователи жаловались, неудобно, и продавцы хотели свою тоже рабочую область, Microsoft решила сделать таким образом решение через хабы. Значит, есть Sales Hub для продавцов, есть Hub Project Resource Hub и есть Field Service Hub. То есть это преднастроенное решение. Но мы этим не ограничиваемся. В системе можно создавать свой кастомный хаб, наполнять его и так далее. Где и как используется CRM-хаб? Как я уже сказал, он используется, интерфейс CRM-хаба используется в веб-интерфейсе, в Outlook, на мобильном телефоне и на планшете. Так как хабов может быть много, да, есть несколько способов их запуска. То есть это главная страница Dynamics 365 с homepage, да, и это есть меню Dynamics 365,
Mobile App и Outlook App. Вот. Мы сейчас по каждому пройдемся, вам покажу. Значит, концепция использования CRM Hub позволяет гораздо лучше фильтровать визуальный функционал, чем предыдущая модель безопасности. Раньше, если вы помните, для того, чтобы настроить там представление формы, нужно было отдельно настраивать роли безопасности, давать там отдельным ролям ту или иную форму доступ, и тем самым пользователи получали той или иной доступ к форме либо представлению. Теперь с помощью хаба можно выбирать эти формы и не трогать роли безопасности, и на основании этого будут отображаться те формы, которые будут настроены в хабе. Вот. И также в старой версии там был единственный sitemap. И для того, чтобы настраивать ролевые области для работы пользователей, было проблематично. Было очень много лишних пунктов в меню и так далее, что вводило пользователей в замешательство, и такой был дискомфорт. Вот. На следующей страничке презентации здесь показан вид перехода в хабы через домашнюю страничку. Да? То есть вот красным выделены области запуска хаба по назначению. Так как дальше перейдем к ролям безопасности, пользователь будет видеть только те хабы, которые в ролях безопасности им предоставлены. По настройке ролей безопасности я немножко позже вам тоже покажу. Значит, так выглядит переход в рабочую область хаба через меню Dynamics 365. И альтернативно вы можете получить доступ по прямой ссылке. То есть пользователь может сохранить ссылку определенного хаба, своего, да, то есть по продажам, например. И сразу по прямой ссылке он будет попадать в интерфейс хаба, если это используется на вебе, на десктопном. Вот так выглядит на телефоне. То есть, когда вы установите мобильное приложение, да, здесь вот написано, что обязательно нужно мобильное приложение установить. При соединении с Dynamics 365 вам будут отображены здесь выбор областей хаба, которые настроены в системе. То есть, о чем это говорит? Если клиент, например, да, который просит настроить вас мобильное приложение, то 9-я версия поддерживает только хабы. То есть при соединении мобильного приложения с CRM 9-й версии сразу идет представление по настроенным хабам именно с типом хаб. Если его не будет, то в приложении работать не сможете. Поэтому это на заметку. Вот как выглядит Dynamics 365 для Outlook App. Все знают, что в Dynamics 365 можно настраивать рабочую область через Outlook. Как на веб-интерфейсе она будет отражаться, так и на десктопной. Вот. И вот мы видим уже часть интерфейса с новым дизайном в Outlook. Вот. Мы подробно тоже потом пройдемся, я вам покажу, как это выглядит, как это работает. Интерфейс, Unify интерфейс. Как я вам сказал, что Dynamics 9 версии представляет новый уникальный унифицированный интерфейс. Это унифицированный интерфейс обеспечивает более ориентированный интерфейс пользователя для работы в CRM. Например, как я говорил раньше, центр обслуживания имеет свою рабочую область, продавцы имеют свою, да, и они не пересекаются. Из чего состоит этот интерфейс, я вам расскажу позже на демонстрации. Создание CRM хаба. Если же кто-то раньше работал с созданием рабочей области отдельно для пользователей, это было конструктор, запускается создание аналогично. Вот. Единственная разница, как мы видим, добавили в этот конструктор Unify интерфейс. То есть раньше это был просто один выбор веб. Сейчас мы видим же дополнительный Unify интерфейс, и это говорит о том, что в системе будет создаваться уже хаб. Значит, какие моменты здесь важны? Значит, здесь можно будет указывать название хаба, здесь можно будет указать схема name хаба, описание его.
Можно использовать ссылку, краткую ссылку, которая будет доступна пользователям, суффикс ссылки. Можно, кстати, наконец-то сделали эту функцию, это можно скопировать хаб из существующего. Даже можно скопировать не только с хаба, именно с типа хабом, а можно скопировать приложение, настроенное с веба, и сделать с него хаб. То есть этого раньше не было, сейчас это добавили, очень удобно. В хабе или в апе значит, включены компоненты интерфейса 365. Они не включают серверные компоненты, такие как плагины и бизнес-процессы. Вот. Это означает, что несмотря на разделение визуальной части, серверная бизнес-логика остается одна для всех. Конструктор настройки CRM Hub, он опять же таки не изменился от предыдущего своего вебовского интерфейса. То есть все настраивается, карта сайта настраиваются рабочие области и настраиваются потоки бизнес-процессы. То есть можно контролировать бизнес-процесс-флоу рабочие. То есть если у вас будет, например, несколько бизнес-процесс-флоу, то можно в хабе создать два хаба, и в одном будет доступен один, во втором будет второй доступен. Это, можно сказать, там, для разных отделов, например, по продажам, которые работают по разным процессам своим. Значит, с помощью конструктора идет настройка, очень важно, формы, которые будут доступны. То есть, например, если есть там 3 формы лида, и нам нужно использовать только одну, то мы можем указать явно использование конкретной формы. И здесь, когда пользователь зайдет, у него будет доступна только одна форма. То есть все лишние формы, которые есть сущности, они не будут показываться пользователю. Вот. То же самое здесь можно настроить те представления, которые будут показываться пользователю. Если все помнят, как раньше была проблема в том, что много системных представлений, да, под разные там роли сотрудников, там, по обслуживанию клиентов, по инцидентам, по продажам. И это все системные представления каждому пользователю, они вот в таком виде всем отображались, и было неудобно и путаниц наводило. Сейчас с помощью настроек это можно контролировать и добавлять те или иные представления и формы в этом хабе. Роли безопасности. Чтобы пользователи могли работать с различными CRM-хабами, в Dynamics 365 необходимо убедиться, что они имеют нужные роли безопасности. Значит, тут вариантов несколько. Можно создать на каждый хаб отдельную роль, и эту роль потом выдавать пользователям по назначению. Либо же можно дать уже существующие роли пользователя, включить там, например, зайти в хаб, и там в настройках безопасности, я вам покажу, можно выбрать уже из существующей роль, которая будет получить доступ к этому хабу. Важно понимание, что деление, развертывание на отдельные апы никак не влияет на данные. Потенциально всех ап имеет доступ к всему скопу данных. Ну, то есть это к чему говорит, что доступ к ним по-прежнему регулируется моделью безопасности. То есть хабам нельзя расширить роли. То есть роли безопасности все контролируются, то есть пользователь будет видеть только те записи, на которых у него есть доступы. И, соответственно, чтобы пользователь мог редактировать этот ап, либо хаб, да, это синонимы, то у него должны быть соответствующие роли безопасности на объекте приложения в ролях безопасности в отдельном разделе. Вот. Значит, демонстрация. Вот сейчас вы видите интерфейс, обычный интерфейс 9-й версии, да, и я сейчас параллельно открою интерфейс Так, вот вы видите обычный интерфейс пользователя, да, которым он не отличается, да, то есть это не используется хаб и так далее, и приложение. Как я говорил, значит, для перехода в хаба пользователю нужно будет кликнуть на меню, и мы здесь можем увидеть
как обычные приложения вебовские, так и список остальных хабов, которые есть в системе. Вот. И кликом на нужный хаб идет переход, собственно, открывается сама форма хаб-приложения. Вот, например, я создал отдельный хаб. Мы сейчас увидим, как он выглядит у нас в CRM. Значит, первая страничка я специально убрал по умолчанию, та, которая запускается. При создании хаба можно указать свою стартовую страничку. И пользователь, который первый раз запускает хаб, можно показать страничку, которая ему объяснит, даст вводную информацию по работе системы, либо другую информацию, которая ему поможет. Вот. И при необходимости можно поставить признак «больше не показывать», и эта стартовая страничка не будет показываться. Да. Итак, коллеги, значит, смотрите, вот мы только что переключились в хаб, который создан был отдельно мною для презентации. Значит, здесь мы можем видеть запускается панель мониторинга, и уже на старте панели мониторинга можно видеть, что уже функционал, он более расширенный для работы с панелями мониторинга. Например, обычные представления, да, они выглядят уже там, в виде карточек, и можно переключаться на так называемые плитки, да, и видеть информацию, читать более удобно уже в таком виде. Дополнительно в диаграммах уже можно использовать, вызывать дополнительную фильтрацию, которая тоже настраивается. Вот, и можно выполнять фильтр данных уже по приоритетам, там, по дополнительным параметрам и одним кликом. То есть если нам интересуют высокие какие-то, мы можем одним кликом выбрать, и у нас таким образом фильтруются данные. В любой момент мы можем очистить фильтр, например, да, и можем переключиться на обычный режим. Вот. Но тут можно про диаграммы, можно отдельно создавать тему для SmartTools, поэтому я больше перейду к новому интерфейсу, что отличает хаб от обычного интерфейса. Да? Значит, то, что я сказал, диаграммы уже отличаются визуально, они уже переделанные. И уже можно вызывать из хаба поток задач, да, flow task. Можно вызывать помощника. Этого нет у нас, опять же таки, в обычном интерфейсе, как вы видите на вебовской части. Значит, хаб состоит из элементов управления, как мы видим слева. Это меню, область разделов данных. И можно это меню разворачивать. То есть мы можем видеть все элементы, которые включены в настройках хаба. Вот. Что здесь из таких нюансов? Да? То есть меню может состоять из нескольких там разделов, то есть там продажи, обращения, там, обучение и так далее. Это все можно настраивать, я покажу, как это делается. Что очень удобно, значит, я заметил, что визуально меню, вот здесь, где вы видите, помещается первых 10 иконок, которые настроены на карте сайта. То есть поэтому тут что преподносится? То, что пользователю больше 10 важных элементов, они должны быть в первую очередь видны и с ними работать. Если ему нужно увидеть там второстепенные какие-то, всегда можно выбрать меню, вот вызвать, да, и он может увидеть все, что не попало в эти 10 ниже, как видно, да, сейчас. Что еще в хабе? В хабе можно посмотреть последние записи, да, с которыми я работал. И все записи, которые здесь показываются, можно быстро переходить и не тратить время на поиски. Можно закреплять какую-то там запись, и быстро, она будет всегда у вас вверху всегда отображаться. Вот. Значит, помимо меню, визуального интерфейса диаграмм, здесь еще, можно сказать, очень полезная функция есть, например, контакты. Мы нажимаем, здесь есть вниз стрелочка, у каждой своей сущности. И здесь показываются последние там записи, с которыми мы работали. Да? То есть я с контактами работал последними 3 записями. То есть если я открою там вторую карточку, вторую сущность, да, то здесь будет последняя карточка, с которой, опять же таки, я работал. Это очень удобно, разворачивается и переходишь в ту или иную запись
и не тратить на это время. Здесь максимальное, ну, последние три. Последние три, вот, больше он не показывает. Значит, что еще из того, что отделяет хаб? Ну, например, мы перейдем сейчас в форму контакта. Значит, в хабе используются все те же самые формы, которые в обычном интерфейсе. То есть для хаба не нужно создавать отдельную форму, ее настраивать. Она преобразуется автоматически вот этим унифицируемым интерфейсом, ядром программы. Вот. И здесь мы можем видеть, что отличает нас от обычной, да, карточки клиента. У нас разделы уже видны в виде закладок. Да? То есть у нас в обычном интерфейсе у нас все разделы идут вниз, а здесь удобно переключаться между закладками. Вот если мы, например, откроем сейчас для понимания контакты, в обычном интерфейсе, то вы эту разницу сейчас увидите. Вот смотрите, вот разделы, мы видим, что здесь нету закладок, есть раздел зведения и докладно отдельно ниже. Да? Вот эти разделы мы уже видим, переключаемся уже вот в таком виде в горизонтальном положении. Что еще отличает от вебовской? Отличает то, что есть временная шкала, она работает с дополнительной фильтрацией. Например, вот здесь я могу вызвать дополнительный фильтр и посмотреть визуальный интерфейс фильтрации данных для пользователя, что очень удобно. Можно сразу видеть количество просроченных по клиенту задач, да? Либо других действий. Вот. И ниже эти, собственно, сами действия. То есть если я нажму сейчас на просроченные, то у меня список автоматически отфильтруется, и я буду видеть задачи, которые у меня просрочены. Вот. Ну, плюс я могу дополнительно еще таким образом переключаться между фильтрами, и представление будет здесь меняться и отображаться те или иные данные. Вот. Фильтр можно опять же таки отменить. Вот. Чтобы было больше понимания для разницы с обычным интерфейсом, то вот эта временная шкала, она выглядит в таком виде. Здесь нет никакой фильтрации, и обычно как лента идет, и мы должны там переходить там, на наши задачи, действия и пользоваться тем фильтром, который есть по умолчанию в веб-интерфейсе. Так, значит, еще что отделяет интерфейс хаба от обычного, это наконец-то начали работать маски ввода. Вот раньше Microsoft анонсировал, что как только 9-я версия появилась, 3.6.5 версия, значит, там были элементы управления масками, но они не работают и сейчас не работают в веб-интерфейсе. То есть что с собой маска? Например, вот есть это текстовое поле мобильный телефон, мы видим здесь уже, как вы видите, маску ввода. Да? Здесь нельзя ввести какие-то символы. Это все настраивается, и в хабе это все работает. То есть здесь можно ввести только цифры. Причем, если я введу там несколько цифр, да, и перейду на следующее поле, то система будет говорить, что формат ввода вот такой, пожалуйста, введи 10 цифр для того, чтобы можно было сохранить эту запись. Вот, поэтому мы вводим согласно шаблона. И чтобы была разница в понимании, вот этот второй формат я сделал для факса. Да? То есть в факсе мы видим, что здесь есть плюс 38. Дальше можно вводить там остальные там цифры. Вот, и таким образом сохранять карточку в нужном формате. И наконец-то это начало работать, и очень актуально будет при использовании этих без программного кода. Да? Вот, если сейчас я переключусь на карточку в обычную вебовскую, да, то мы увидим, я сейчас специально обновлю ее.
Вот. И мы видим здесь вот мобильный телефон и факс, да. То есть если здесь я буду вводить, то есть я могу вводить вот символы, пожалуйста, контроль не работает, да. И, соответственно, на телефон номер тоже не отрабатывает. Вот. Поэтому по маске хочу заметить то, что в базе сохраняется только то, что вводит пользователь. То есть никаких скобочек, вот этих вот форматированных символов, которые визуально отображены, они в базе не хранятся. То есть в базе хранятся только цифры. А? Да, да, я сейчас покажу, как это работает, как настраивать ее. Вот. То есть сейчас вот возьмем, откроем маску по просьбе коллеги. Значит, важно то, что хабы носятся решением. То есть создается хаб из решения, в решении и настраивается, и потом можно переносить на другую среду. Нет, можно в одном решении множество, то же самое, это не ограничено. То есть в одном решении создать там 2, 10 и так далее. Вот. Давайте посмотрим мы, например, по контакту, да? Как этот элемент настраивается. То есть на форме у нас есть поля, мы выбираем нужное поле, мобильный телефон, мы выбираем элементы управления, и, как мы видим, здесь можно добавить элемент управления, нужный для нас. То есть в зависимости от типа поля система нам дает выбрать то или иной элемент управления, который доступен. Например, на текстом видно с типом одна строка, да, видно только маска ввода. Если мы выберем поле с несколькими строк, то там будет для ввода надписью пером. И в системе будет сохраняться это, да. То есть можно вводить, и это можно отдельно показать, как это работает. И если это поле будет там, например, дата, то можно создавать там, например, календарь. Ну и так далее. Ну давайте мы рассмотрим пока один, это маска ввода. Вот если мы добавили, то у нас появляются вот такие настройки. То есть поле Mobile Phone и маска. Если мы нажмем редактировать, вот, собственно, тот формат, который здесь можно применять. Например, мы здесь можем убрать тире, да, например, скобки, и таким образом будут только цифры. Ниже для подсказки есть спецсимволы, которые можно вводить и применять их в этом формате. Как мы видим, 0 означает это любая цифра. Девятка, если мы здесь 9 поставим, да, например, в конце, то это может быть цифра или пробел. Вот, соответственно, дальше там можно выбирать там цифра, знак или пробел, то есть и так далее. Вплоть до того, что мы можем менять регистр символов. То есть мы можем сделать все в поле, все в большими, либо можем сделать все маленькими. И опять же, это без единого кода, это все настройками выполняется. Вот. После того, как мы настроили маску, сохранили ее и опубликовали, собственно, так вот начинает работать маска ввода в хабе, в котором вот я показывал. Система переведет его. Да. Так. Еще по хабам, да, разница в чем. То есть по маске ввода увидели. Значит, что еще работает? Работает отдельная диаграмма по сущности еще. Сейчас я вам это покажу ее. Как это, что это означает? Сейчас я перейду в список. Например, когда я выберу контакт, при одном клике я могу сразу переходить в карточку контакта и хочу показать все-таки работу с представлением.
Мгм. Вот, смотрите, значит, у нас открылась карточка контакта, и мы вот здесь вот появляется такая вот стрелочка, да, мы можем всех контактов. И таким образом одним кликом можем попадать в нужную нам карточку контакта. По этому представлению, значит, как это работает? Здесь, как мы видим, нет выбора других представлений. Здесь выбирается система представления, которая установлена по дефолту. Да, то есть, если установлено по дефолту для сущности представления активные контакты, то она будет здесь отражаться. Если можно здесь настроить мои, например, да, по умолчанию так и было, я проверял, то всегда под рукой мои контакты, я могу здесь визуально так вот выбирать, находить и переходить нужный для меня контакт. Так. Значит, хочу по визуальным показал. Еще есть дополнительный элемент управления, это сканирование баркода. Я его покажу немножко позже. Перед этим я просто хочу показать, как можно настраивать роли безопасности для доступа к тому или иному хабу. Да? То есть здесь, значит, когда мы в настройки, переходим в настройки, у нас есть раздел «Мои программы». Вот, когда мы их выбираем, здесь нам система показывает все приложения, которые настроены в CRM. Что здесь очень удобно, здесь видно, вот интернет, это означает, что это вебовское обычное приложение, и единый интерфейс, это значит, это именно хаб. Вот, поэтому из этого меню настроек мы можем, вот здесь вот видно маленькие три точки, да, если их нажать, то мы здесь можем, что мы можем сделать? Мы можем открыть конструктор, я сейчас его открою, покажу, как он работает, и я могу здесь открыть управление ролями. Вот. Если я выбираю управление ролями, то здесь видно, что доступ есть у системного администратора и есть доступ для кастомайзера. Поэтому если я, например, хочу дать доступ к продавцу, то я здесь кликом выбираю Sales, например, менеджер, да? Вот. Сохраняю, и после сохранения продавцы получат доступ к этому хабу. Вот. То есть, да. Если вот выдать кому-то доступ к хабу, можно ли как-то ограничить доступ к веб-версии? Или они все-таки веб всегда доступны по умолчанию? Да, значит, вопрос из зала, если для хаба мы выбрали роль продавец, то будет ли для обычной вебовской версии доступ к этому продавцу? Значит, обычно доступ он не получит, потому что это отдельное приложение, которое настраивается, и вот как мы видим, здесь вот веб-интерфейс, здесь есть у него свой управление ролями, и он, соответственно, управляется отдельно. Или Можем ли мы сделать так, чтобы конкретная роль открывался только хаб, а веб-версия вообще не открывалась? Понятно. То есть можно ли сделать так, чтобы у пользователя открывалась только и хаб-версия необычная? Но по умолчанию сделано так, что открывается вебовская стандартная кастомная область, если заходить по ссылке. Но если пользователю дать ссылку именно на хаб, то у него будет всегда открываться хаб-версия. Чем ссылка хаба от этого отличается? От обычного? Да, сейчас я покажу, как это отличается. Значит, если мы перейдем в управление конструктор, да, сейчас мы это увидим. Если мы посмотрим в настройках, то здесь есть, видите, суффикс адрес программы. То есть я назвал его SmartTools. И поэтому CRM генерирует, есть адрес на CRM, apps и название. Вот в чем отличается ссылка. То есть идет добавление, что это приложение либо хаб, и суффикс, который был указан при настройке. То есть пользователям дается вот эта ссылка, и он, например, у себя, когда открывает ее, то он сразу попадает автоматически в хаб, как мы видим. По конструктору хочу показать. Значит, есть отдельно настраивается карта сайта. Что это такое? Значит, когда мы открываем карту сайта настройки, у нас появляется конструктор
настройки рабочей области. Здесь мы можем создавать меню «Збут и навчання». Да? Визуально это видно вот здесь в системе. Да? Если мы сейчас, я вам покажу, открою меню, то мы видите здесь меню «Збут и навчання». То есть это вот отдельные области, которые есть свои подпункты и конечные сущности, либо диаграммы. Значит, например, когда мы выбираем в конструкторе там продажи, да, то здесь мы можем добавлять в группы. Группы — это значит вот эти вот разделы синие, да, мы видим надписи клиенты, продажи и так далее. И можем добавлять здесь любую сущность, которая есть в системе. Например, вот сюда мы добавим. Вот. Когда мы добавляем этот элемент, то здесь можно выбрать ее тип. Выбирается панель мониторинга, либо сущность, либо веб-ресурс, либо даже URL-адрес можно указать, и при клике у клиента, у пользователя будет открываться ссылка, которую мы укажем. Вот. То есть мы можем указать здесь сущность, указываем сущность, например, тут у нас клиенты, можно, например, лиды сюда тоже отобразить. То есть можно выполнять поиск, например, опять же, здесь можно показать лид. Здесь, опять же таки, очень важно, здесь вводится название на том языке, которым установлена система, но при случае, если используется многоязычная система, то здесь можно для каждого языка отдельно указать перевод. То есть хаб делается один, и в нем же настраиваются эти все пункты меню и переходы в этом же хабе. То есть не делается отдельно для каждого языка. Вот. Ну и после того, как мы добавляем тот или иной элемент, мы нажимаем «Сохранить». Вот, можно публиковать, и тем самым у нас в этом меню, вот здесь, который будет отображаться сейчас дополнительно еще карточка интереса. И как я говорил, значит, вот здесь вот первые 10 отображаются, как это работает. То есть здесь вот начиная с первой области, то есть 10 элементов, первые 10 с этой области. Если там будет 3, например, то система возьмет остальные, которые есть в следующих областях, и таким образом построить список из 10 переходов. Да. Значит, так, публикуем. После изменения, да. То здесь мы делали именно настройку карты. Можно вопрос? Да. Как добавить календарь сюда? Календарь, именно переход в календарь. Да, вот мы же можем из вебовской версии перейти в календарь, посмотреть свой календарь на день, неделю, месяц. Угу. Как тут сделать? Мы же можем выбрать сущности, можем выбрать дашборд, веб-ресурс и какой-то URL. Что нужно сделать для того, чтобы сюда календарь вывести? Ну, здесь календарь, стандартный календарь системы. Да. М, Не пробовал? я, честно говоря, не пробовал, как его здесь вынести. Можно, конечно, попробовать сейчас создать. А вон, кстати, он есть здесь, календарь. Сейчас я покажу. Да. Посмотреть, как календарь. Я просто копировала URL и все работало. Он, да? Да, да. Только что здесь где-то... Вот он есть календарь. А можешь показать, какие там по нему эти Открой настройки? календарь. Да, ну сейчас вот мы откроем в хабе, например, календарь, да. В хабе, кстати, он не отражается, этот календарь. Наверное, не хватает места. Дело в том, что в навигационной панели там система еще по умолчанию настройки каждой сущности либо элемента, они еще в системе указываются. И если по умолчанию там есть элементы, которые не отображаются в меню, то мы здесь их и не увидим. Вот. Но кастомные все элементы, мы все их можем вынести. Ну, то есть это даже здесь в хабе даже не будет, например, роли безопасности, да, например, настройки и так далее, потому что это конечная роль пользователя. Вот как-то так. Календарь нельзя вывести? Календарь можно настроить в хабе под конкретную сущность. И да, то есть, например, если мы хотим настроить календарь по... сейчас я вам покажу. Так.
Ну, сейчас я попробую показать. Это новый элемент управления, о котором я говорил. Например, Будет находиться на форме, да, определенной оно в виде представления будет. показывать какие-то действия, там, допустим, активности конкретно там, с этим лидом. Да, то есть это будет в виде представления, оно будет показано в таком виде, в виде календаря. Ну, то есть это вот элемент управления, который можно настроить. Посмотреть все свои встречи в виде календаря. Все свои встречи можно посмотреть вот в, сейчас я покажу, вот действия. И здесь мы можем выбрать вот, ну, стандартного списка там и так далее. Ну, список, не Да. календарный вид. Да, да. Ну вот, как бы стандартно. Так, с картой сайта закончили. Значит, здесь ниже есть элементы, о которых я говорил, что можно панели мониторинга отдельно настраивать. То есть, если здесь мы по умолчанию доступны все панели мониторинга, то мы можем здесь сказать, что в этом хабе будет доступна панель мониторинга по сбуту, например, и еще какая-то там тоже, еще какая-то по сбуту. Вот. Если мы выберем это, вот, мы видим, что здесь два представления. Если мы сохраним, то у нас получается, что пользователю будет доступно только две этих панели мониторинга. Вот если мы сейчас откроем, посмотреть список, да? Сейчас мы обновим. Вот. То есть у нас здесь доступны только те, которые, ну, по умолчанию есть сущность, панель мониторинга первого уровня и те, которые мы указали дополнительно. Вот, все. То есть лишнее, как мы видим, здесь они убрались сразу с формы. Здесь мы можем настраивать потоки бизнес-процессов, то есть бизнес-процесс-флоу, которые будут доступны в этом решении для хаба. Вот. И здесь отдельно мы можем для каждой сущности указать, какие формы в хабе будут присутствовать. Да? То есть если на бизнес-партнеры там несколько форм, то мы выбираем только одну либо несколько, которые будут в этом доступны и не более. Вот, соответственно, вот мы видим весь список сущностей, который доступен. Этот список формируется на основании сущности, которые мы добавляем. Если мы, например, добавили контакты, то здесь сразу попадает эта сущность. Если мы добавляем панель мониторинга, которая содержит там представления и ссылки на другие сущности, то они здесь опять же автоматом попадают. И таким образом мы можем отсюда создавать новый и, не переходя в решение, можем создавать ту или иную форму и включать ее в этот хаб. Вот. То же самое для каждой сущности мы можем фильтровать представления, которые будут использованы. Например, мы можем оставить только активные контакты, все, других представлений не будет по этой сущности. Вот. Диаграммы, то же самое, мы можем отдельно настроить список, который будет отображаться. Ну и панели мониторинга для этой сущности тоже мы можем здесь настраивать. Вот. Значит, по визуальному интерфейсу хочу показать еще то, что это, как мы видим, это вебовский интерфейс. Вы можете установить, например, мобильное приложение, то есть приложение для Windows, то есть зайти в Windows, Microsoft Store, да, найти там Dynamics 365, и установить это приложение. И тем самым мы сейчас вот симулируем работу на планшете. То есть таким образом будет на планшете тоже отображаться информация по этому хабу для пользователя. Вот. Значит, в данном случае, как мы видим, слева меню пропало, да, она переместилась здесь
вниз, да. И вот мы таким образом можем на планшете вызывать то или иной пункт меню, опять же таки переходить в те либо иные записи, ну и, собственно, пользователь работает по своему процессу. Визуально еще хочу показать, как это выглядит, например, в почте. Тут очень важно по почте о том, что по умолчанию в CRM для Outlook используется только один хаб. Его можно кастомизировать, да, то есть изменять, то есть дополнительные хабы нельзя добавлять. То есть в Outlook нельзя выбирать, переключаться между хабами. Он есть один единый специальный, вот, и его можно настроить, и он для всех будет один. Вот. Может быть, потом они сделают как-то это возможность изменения, но тем самым сейчас я вам покажу, как это выглядит в настройках. Настройки системы. Так, вот у нас есть пункт программы. Вот, и мы видим здесь программа для Outlook, видите? AppHop Outlook Mobile. То есть если мы сейчас провалимся в этот хаб, то мы увидим, собственно, карту, которая для Outlook доступна. То есть ее можно, как вы видите, изменять, добавлять элементы и так далее. Вот, и я покажу, как она выглядит именно в CRM, именно в почте. Перешел. Если в веб, с веб заходить. Да, сейчас я с веба. Думаю, что ж такое? Вот, значит, смотрите, как это работает в Outlook. Значит, в Outlook должна отобразиться панель Outlook для 365. Вот, когда мы область нажмем, то таким образом мы сейчас вот вызываем, как вы видите, область хаб Outlook'овский, который настроен для Outlook. По умолчанию в Outlook система пытается найти этот по e-mail контакт. Если он не создан, его можно отсюда создать, и отсюда можно сделать, связать это письмо с конкретным пользователем, ну, контактным лицом. Вот как мы видим. То есть здесь получается, что мы видим информацию сразу уже по карточке клиента в CRM, мы видим контактную информацию по телефону его, и ниже мы видим здесь панель мониторинга. Да? Вот панель мониторинга отображается в таком виде. То есть она здесь не представлена как отдельно сама по себе. То есть она в любом случае идет отображение по связанному письму с контактом, а ниже идет сама панель мониторинга, в которой можно работать. Например, мы можем выбрать там ту или иную стадию по сделке, и нам система перебросит во все сделки по тому этапу, который был выбран. Да. Вот. И здесь, вот как я говорил, в хабе есть возможность выбрать добавление меню. Здесь можно выбрать любой контакт. Видим, меню похоже, да, уже, то есть разделы эти. Опять же, последние клиенты, с которыми я работал. Мы можем здесь открыть карточку клиента. Вот. Так она выглядит. И здесь мы, кстати, можем посмотреть, что опять же таки здесь работают наши маски, видите? То есть они здесь тоже применяются. И даже можно изменять форму контакта, да? То есть переключаться между формами тоже в этой области. Вот. Ну, в таком виде вот выглядит карточка контакта. Да? Для Outlook и мобильных приложений сделана визуальная
интерфейс перемещения по карточке. То есть можно здесь выбрать, например, перейти в часовую шкалу, и мы сразу перейдемся в временную шкалу по этому клиенту. Опять же, здесь работают те же самые элементы фильтрации, как мы видим. И, как вы видите, интерфейс не отличается визуально от того, как мы работали в вебе, либо на десктопном приложении. Так, там есть вопросы. И хочу вам еще показать, в чем преимущество хаба и что заставит вас с ними работать. Это у меня есть два сценария. На одном из поля я настроил сканирование баркода. Например, я создал кастомную сущность квиток, то есть билет. Да? Мы можем посмотреть формы и посмотреть форму сущности. Здесь у нас есть поле, текстовое поле баркод. Если в него переключиться в элементы управления, мы видим, здесь есть сканер штрих-кода. То есть, если мы посмотрим, то у нас на этом поле можно добавлять остальные сканера, да, штрих-кодов, маски, опять же таки можно автозаполнение. Вот, по каждому отдельно можно потом смотреть, это можно по ним отдельно также говорить тему SmartTools. В данном случае я хочу показать, как с помощью хаба и настройки, например, сканера штрих-кодов можем работать в системе, там, например, по сканированию этих кодов и как их использовать можно будет. Вот, например, мы вот в билете настроили этот сканер штрих-кода. Самое интересное здесь информация в том, что если мы, например, выберем, у нас билет есть, в веб-интерфейсе сканер штрих-кода работать не будет. То есть сканер работает, вот наше поле, да, сканер работает на мобильном приложении. Вот, то есть это важное замечание, хотя в настройках там стоит веб, мобайл и планшет, например. Но в вебовском интерфейсе этот сканер никак не отрабатывает. Здесь для сканера здесь появляется отдельная такая иконка для сканирования. Я сейчас покажу, как это выглядит. Но так как у нас есть Windows, у нас есть отдельное с Microsoft Store установленное приложение для планшета, мы можем ее симулировать. Вот, то есть как это работает? Выбираем, например, билет, создаем новый. Тут тоже долго игрался. Вот, значит, мы видим поле баркода, и мы здесь пиктограмму, иконку не видим для сканирования. Вот. Но я думаю, это исправят. Здесь просто, если запись будет создана, она будет сразу отражаться. Вот видите, появилась иконка сканирования баркода. Вот. И теперь я возьму, например, у меня есть билет, обычный, который мы печатаем, да, у Укрзалезницы, например, и нажмем на сканер. Вот. Видите, на ноутбуке у нас. Так, что-то попасть надо. Просто зависит все от камеры и зависит от освещения на самом деле. То есть если там камера хорошая, да, если может в айфоне, то здесь может быть визуально, она будет работать быстрее и смотреть. Значит, смотрите, что мы получили. Мы из QR-кода считали данные и занесли сразу их в карточку. То есть есть описание билета, куда, дата, вот, кто едет, там, сумма и так далее. Вот. Поэтому вот вам сценарий, например, работы проводника Укрзалезницы. Да? То есть он с обычным телефоном, да, он отсканировал, ему система распознала, то есть и таким образом сохранилось, есть описание этого билета и так далее. Вот. Значит, еще сценарий, который интересный, я хочу показать, это, например, по работе с лидом. Например, если у нас есть в системе, сейчас, наверное, покажу. Если у нас в системе есть список контактов, например, выберем там
Яценко, да? Мы можем сделать рассылку по электронной почте. Мы здесь настроили шаблон, который генерирует QR-код. То есть клиенту отправляется QR-код. Что мы можем делать? Мы можем делать кампанию, делать рассылку по клиентам. У клиентов есть этот QR-код, и клиент может потом прийти, например, на встречу, либо на какую-то презентацию, показать письмо с этим QR-кодом. Мы можем его считать и найти этого клиента в нашей системе. Вот. Ну, например, мы сейчас выберем, сделаем рассылку. Вот. И сейчас система нам должна прислать письмо. Вот мы видим, смотрите, с CRM пришло письмо, что «Доброго дня, Олександр, запрошуємо вас на презентацію нового продукту компанії Smart, який відбудеться за адресою Польова 21». То есть и QR-код, да? То есть клиент, ну, может посетитель прийти с этим QR-кодом, я его просто распечатал для того, чтобы на экране можно было, ну, запустить сканер и показать, как это работает. То есть у меня есть вот такое же письмо, да, с этим QR-кодом. И я сейчас вот запущу приложение наше, выберу, например, это настроил я для лида. Вот, нажимаем «Создать лид». Как мы видим, опять же таки, в чем разница между хабом и обычным интерфейсом, то бизнес-процесс flow уже выглядит более сжатым. Да, шаги этого бизнес-процесс flow раздвигаются, ну, уже в таком виде с горизонтально-вертикальное положение. И здесь как бы удобно работать и не занимает много места. Это шкала. Вот. Но вернемся к нашему сценарию. Например, вот у нас есть поле, опять же таки, сканер баркода. Мы нажимаем «Запустить сканер». Вот. Подносим QR-код к экрану. И смотрите, у нас лид заполнился автоматически. Все поля заполнены. Вот. И мы что мы делаем? Мы просто сохраняем и можем это использовать теперь в сценарии дальше по продажам, планировать свои действия и так далее. Вот. Да. То есть у каждого посетителя может быть свой код, в QR-коде может быть зашит любой код. На основании этого кода мы можем прицепиться к нашей компании, которая была создана, например. И таким образом клиенты приходят, например, по каким-то там сертификатам, либо так далее, мы сразу можем их определять и можем видеть сразу лиды по этим компаниям. Вот. И это работает без единого программного кода. То есть все эти настройки, они кастомизируются и настраиваются, да, отдельно. Вот. Хочу показать еще разницу, как работает это через мобильное приложение. Да. Я сейчас попробую на завершение показать, продемонстрировать это на телефоне. Так. Сейчас я подключаюсь к экрану. Так, вот вы можете видеть здесь экран моего телефона. Мы устанавливаем на телефон приложение Dynamics 365. Вот, и при первом входе мы можем создать либо создать новую учетную запись, ну, зайти под новую учетную, либо выбрать уже существующую. То есть я выбираю там специальную учетную запись по SmartTools, которую я подготовил. Так, и мы видим, собственно, вот меню в телефоне. Как вы видите, меню не отличается от хаба в веб-интерфейсе, от приложения для планшета. Мы попадаем, опять же таки, из области меню в общий список и можем здесь выбирать ту либо иную запись, с которой мы можем работать. Также здесь работает последние записи, с которыми я работал. Можно переходить. И давайте посмотрим мы работу со сканером кода, QR-кода с билетом. Да? То есть я сейчас создам новую запись. В телефоне, опять же таки, повторюсь,
долго не мог понять, почему у меня не работает сканер. На самом деле этот элемент, который отражается, нужно вот такие действия поделать, очистить поле, и потом появляется этот сканер. Я думаю, они исправят следующим апдейтом каким-то ближайшим. Значит, запускаю вот сканер. Вот, он у меня, как вы видите, на телефоне запущен. Так, блики убрать надо. Сейчас попробуем поиграться. О, все, смотрите. Отсканировали, нажимаем «Сохранить». Вот, и мы видим через мобильное приложение распознанный текст, который зашит был в QR-коде. Ну, опять же таки, с телефона мы можем дальше перемещаться и работать с этой записью. Вот, значит так. Самое интересное то, что еще есть разница в мобильном приложении и от вебовской версии хаба, да, на десктопе. То, что элементы управления, такие как работы с датой, либо элементы управления там, с датами, отрабатывают в телефоне, но в веб-версии не отрабатывают. Я сейчас покажу, что имеется в виду. Сейчас мы выберем, например, сделки. Вот видите, вот этот элемент управления, вероятность закрытия сделки. Да? То есть мы можем здесь нажимать пальцем там на большую либо в меньшую сторону, и у нас идет увеличение здесь вероятности завершения. Тоже, например, вот этот элемент, он не работает сейчас в хабе, но я думаю, что скоро он тоже заработает. Вот. Ну и выбор даты тоже. Здесь вызывается свой календарь, которым можно выбирать и управлять. И также с телефона можно переходить, использовать бизнес-процесс Flow. Таким образом, вот, мы выбираем этап, можем заполнять те или иные шаги и выполнять переход на те или иные этапы, которые идут по нашей сделке. Вот. Как видите, здесь визуально от интерфейса хаба вебовского и так далее он не отличается. Так. Ну и еще хочу показать, как через телефон идет смена выбора другого хаба. Если пользователю доступно несколько хабов, да, то как ему можно переключиться? Он нажимает общее меню из списка, да, и вот вверху у нас есть название SmartTools 135 Hub. Если мы вернемся назад, у нас сейчас система переведет в список хабов, которые доступны в системе. Как видим, здесь нету обычных вебовских приложений, которые настроятся отдельно для пользователя. Вот. Поэтому, если клиент захочет, конечный клиент захочет работать в CRM-системе для продавцов с мобильным приложением, то вам придется настраивать хаб, и, собственно, благодаря этим настройкам у него появится возможность выбрать тот или иной хаб, настроенный, да, вами, и начать работать через телефон. Так, и еще для заключения хочу показать еще вариант вот такой баркода, да. То есть сканер сканирует любые варианты. То есть он сканирует вот такой QR-код, да, и вот такой отдельный продуктовый. То есть если мы выберем, например, вот это, да, сейчас попробуем отсканировать, то мы используем то же самое поле. Сейчас мы возьмем, например, билеты возьмем. Ну, в интернете нашел какой-то, для примера. Просто хотел, чтобы больше видно было, и освещение не очень, чтобы хорошо было видно и распознало. Видно, да? Вот, то есть у меня появляется опять сканер. Вот.
отсканировал. Повторно. Вот. И как мы видим, вот цифры на экране и цифры, которые на этом коде, на баркоде написаны, не полностью совпадают. То есть это здесь можно опять же таки применять где? Можно в доставках, да, по коду можно уже применять, создавать и выполнять поиск по ссылке, например, по этому коду. Как только мы отсканировали код, можно запустить там плагин, либо там сервис, который вернет те или иные данные по этому коду и это использовать при продажах. Ну, собственно, вот такие интересные плюшки, так сказать, которые заставят нас скоро всех перейти в хабы. Вот. Так, у меня, коллеги, все по презентации работы с хабом. Есть вопросы, так понимаю, есть вопросы по скайпу. Да, Андрій от писав, що ми зробив Customer Service Hub на базі UUI. Есть вопросы еще? С зала? Нету, да? Посмотри в чате. Обрати внимание, выше Андрей Бутенко писал по поводу это не хапа. Да, я прокомментирую. Есть ссылки, которые я использовал по этой теме, в которых пишется, что это новый хаб, CRM New, есть такая тема, да, и в блоге есть. И он ссылается на, да, он ссылается на конструктор app, но почему-то вот в таком виде это преподносили в документации.